Давайте вместе с вами я прогуляюсь по секретному саду от парфюмерного дома Amouage. Всем hello, меня зовут Слава, вы на канале Мой Флакон. И в этом видео я хочу показать вам такой сет из 4 ароматов. Называется сет Amouage Secret Garden. Здесь 4 миниатюрки по 7,5 мл. Вот так это все выглядит. Вообще это не мой сет. Мне предоставил познакомиться и поразнашивать эти ароматы Алексей, который недавно приехал в гости погостить и улететь в Вильнюс обратно. И он заберет его. То есть это не мой. Здесь такая получается книженция. Так, она здесь вставлена. Здесь описаны вкратце, какие ароматы здесь есть. Такие у них флакончики. Кстати, вот такие флакончики квадратные, это вот как раз Amouage посвящает женщинам, женской аудитории. Вот такие маленькие миниатюрки. Я считаю, вообще вот эти наборы от Amouage идеально подойдут для подарка. То есть, если вы, не знаю, хотите подарить какой-то именно аромат кому-то, но не знаете предпочтения человека, какие ему ароматы нравятся, и чтобы не ошибиться с ароматом, вот лучше подарить такой наборчик. Человек поразнашивает, походит с ними, и потом, возможно, если ему понравится, он купит уже сам себе полноразмерный флакончик. Вот так они классно выглядят. Примерно цвет флакона ассоциируется с цветком из сада секретного Amouage. Фиолетовый – это сирень, посвящен сирени. Blossom Love – это как цветущая любовь. По сути, посвящен всем, может быть, цветкам, какие есть. Но я в этом видео дальше расскажу. Love Tuberose – туберозе. И Love Mimosa – мимозе. Начну я свой рассказ слева направо, а именно с Lilac Love – любимая сирень. Они все такие миниатюрки и полноразмерные флаконы. Там 50 мл, 100 мл будут выглядеть примерно все так же, только в 5 раз больше. Вот так выглядит флакончик. Внизу какая-то цифра, 6 это или 9, непонятно. Раскрывается он, раскручивается вот эта крышечка, и уже наносится без пульвика, то есть здесь намазом будет наноситься аромат. Вот это очень неудобно. Не люблю я вот эти намазы, потому что вот так все это разливается, все проливается. Не очень комфортно наносить, и вообще все. Почему нельзя сделать спрей? Вот почему? Это что, разве так дорого? Вначале этот аромат вообще с нотами сирени я вообще не знаком вообще никак. Это вот первый аромат с нотой сирени, который я знаю. Вначале он пахнет очень такая вот сладкая сирень, немного в бабушкину сторону уходит, винтажит, очень винтажит. Здесь я чувствую много индольности. То есть здесь не только сирень, здесь еще есть и белая цветочность, скорее всего жасмин или что-то такое, лилия, магнолия, вот из этих цветов. Самое интересное то, что здесь есть нота какао. И вот эта нота какао вперемешку с цветами, с сиренью дает вот эту, знаете, запах косметички женской. То есть пудры, теней. Вот пахнет действительно женской сумкой, женской косметичкой. И он красив. Вот в начале он может вас испугать вот этой своей очень винтажностью, вот этой своей, как сказать, старостью, пахнет старомодностью.
но дайте ему время. Этот аромат, который через минут 15-20, он так красиво начинает звучать, именно на коже. Вот эта вся винтажность, она немного вся подуходит, вот эта индольность тоже, которая немного может напугать людей тоже, то, что он не супер пахнет сиренью. Да, я не скажу, что прям здесь супер реалистичный натуральный аромат сирени нету. Такого я бы не сказал. Для кого этот аромат больше подойдет, я считаю, то, что для людей, которые носят именно такую винтажную одежду. То есть, если вы нанесете на себя этот аромат, он дополнит ваш образ. Я бы не сказал, что это моноаромат, именно прям сирени. Здесь действительно чувствуются белые цветы, немного роза, какао здесь чувствуется, вот дает какао вот эту пудровость и косметичкой. Ну, интересно, если вы ищете для себя что-то с ароматом сирени, присмотритесь, послушайте его в магазинах. Второй аромат из этой коллекции называется Blossom Love. Цветущая любовь. Вот так выглядит у них флакончик. Такой розовый, девичий, женский очень. Чем же мне он пахнет? Я вот так же разнашивал, наносил. И он мне пахнет цветами, букетом цветов. И самое интересное, то что, да, вот такой, очень такой цветочный, сильный запах, пахнет мне именно стеблями цветков. Чем же мне он здесь не нравится? Сразу расскажу минусы этого аромата. Ассоциация такой, знаете, когда вы покупаете себе цветы, у вас они примерно простояли 3 дня в вазе с водой, и вы решили поменять воду. И вот когда вы начинаете менять воду, вот пахнет вот именно вот застоявшейся водой, стеблями, вот сладкий какой-то. Нет. И еще, чем мне не нравится этот аромат, здесь очень много миндаля, а именно амаретто. И он прям очень горький. То есть его как будто какой-то концентрат этого амаретто сюда добавили. И он вперемешку вот с этими стеблями, с отстоявшейся вот этой водой, настоявшейся. И вот это все мне не нравится. Слишком сладко. Здесь, скорее всего, есть вот бобы танкад еще дают вот эту сладость, перемешку вот с этим миндалем. Очень прям какой-то овердоз сладкого, и мне вот этот аромат вообще не нравится. То есть вот из этой подборки он самый худший, как по мне. Я бы его точно бы не носил. Вот если бы уменьшили бы здесь в 2 раза миндаль, вот эту именно дозу амаретто, я думаю, может быть, как-то... Или вообще убрали его отсюда. Ну, скорее всего, из-за вот миндаля, амаретто, он более стойкий, он более громкий. Ну, вот такой у меня... Я на самом деле ко всем ароматам предвзято отношусь. И, не знаю, если вы любите что-то сладкое, такое миндальное, цветочное, возможно, вам это понравится. Третий аромат называется Love Tuberose. И я на самом деле к туберозным ароматам, вот так выглядит флакончик, такой светло-кремовый, красивый флакончик. И к туберозным ароматам я отношусь скептически, я к ним равнодушен. То есть я особо не ношу никогда туберозные ароматы, потому что они немного меня удушают, у меня болит голова от них. А вот в этом аромате вот, мне тубероза прям понравилась. Здесь такая сливочная кремовая тубероза, она вообще вас не удушает. Мне амуаж очень сильно винтажит, их многие ароматы прям очень винтажно звучат. А вот этот аромат тубероз, он вообще какой-то современный, вообще. То есть этот аромат может носить и молодая девушка, и средних возраст, и даже бабулечка может носить, и это будет классно звучать, как по мне. Я вообще такую картинку представляю, то есть
девушка в таком белом платье, утонченная, ухоженная такая. И вот ее этот аромат вообще очень сильно приукрасит. Такой солнечный, светлый, белый, вот белого цвета аромат. Здесь вот еще тубероза дает какую-то жвачку, да, вот такая вот нету здесь этой жвачки. Какая-то вот прям очень натуральная, звучащая тубероза сюда добавлена. И в то же время такой аромат очень вкусненький, такой ванильненький, приятный, очень приятный. Подойдет действительно вообще всем, на все времена. Классный аромат, хороший. И четвертый аромат в этой подборке называется любимая мимоза, желтого цвета, как сама мимоза. Тоже, как и сирень, я до этого никогда не нюхал ароматы с мимозой. Для меня это прям в новье. И что бы я хотел бы рассказать про него? Это действительно прям желто-цветочный букет. Пахнет мимозой, медом и илангом. Иланг-иланг. Иланг-иланг, он тоже такой желто-цветочный аромат. Слишком сладкий для меня тоже. Очень пыльцовый. Вот если вы мимозу видели, она такая, как из каких-то прям пылинок, такая вот соцветие у нее, да, сделано. И это прям супер натурально звучит. То есть прям супер натурально. Если вот есть небольшая горечь, и вот эта горечь, она очень пыльцовая. Она такая желто-цветочная горчинка небольшая. И интересно, это интересно пахнет. Он из всех вот 4 ароматов самый стойкий, самый громкий, самый шлейфовый, как показалось. Действительно, аромат весны, аромат 8 марта. Он приятный, он действительно ни на что не похожий. Именно вот действительно аромат мимозы. Такая мимоза. Вот если вы принюхаетесь, вы сразу скажете, пахнет мимозой. Со временем, когда я его разнашивал, он раскрывается на моей коже в банановость. Пахнет каким-то вот немного таким тоже уже перезревшим бананчиком, сладковато. Банан тоже желтого цвета, как и мимоза. Короче, здесь и желтые фрукты, банан, мимоза, иланг-иланг. И все такое сладенькое, веселенькое, интересное. Что бы я хотел бы сказать в конце этого видео, купил бы я бы какой-нибудь аромат для своей коллекции? Скорее всего бы нет. Это действительно больше я вижу на девушках, на женщинах эти ароматы. Да, я недавно гулял по ботаническому саду, вдыхал эти прекрасные цветки сирени, и вот наконец-то нашел аромат сиренью. Да. Скорее всего, я бы дальше продолжил искать аромат сиренью. Для меня как-то он не зашел. Но в раскрытии и вообще, если вы будете разнашивать его, он вам, скорее всего, понравится. Он действительно классный, это сирень с какао. Второй Blossom Love. Blossom Love. Цветущая любовь. Супер сладкий. Вот эта застоявшаяся вода в цветке, мне это не нравится. И еще миндаль. Очень много миндаля. Love Tuberose. Вот мое первое место из этой подборки Love Tuberose. Действительно любимая тубероза. Это вот аромат для невесты в белом платье. Белая фата. Ой, мне так нравится этот аромат. Вот действительно, на данный момент это лучший аромат туберозы, который я знаю. Это тубероза, которая очень натурально звучит. Она женственная, нежная, хрупкая, элегантная. Тубероза в своей красоте. Я бы хотел, чтобы вокруг меня от девушек пахло именно вот такими ароматами, красивыми, утонченными, элегантными. Мимоза, если вы любите желто-цветочные ароматы, ароматы мимозы, иланга-иланга, банана, вот, вам он тоже
должен понравиться. Он интересный, очень такой самобытный моноаромат, именно мимоза, прям действительно моноаромат. Кроме вот мимоза здесь прям преобладает. Я вот говорю, что иланг-иланг, он там уже на втором плане с бананом, да. Но мимоза прям здесь такая вся пыльцовая, такой большущий букет мимоз. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Если вам было интересно, поставьте лайк. Напишите в комментарии, пользуетесь ли вы вообще данными ароматами, если они у вас в коллекции. Мне будет интересно с вами попереписываться, почитать, что вы напишите, ваши тоже ассоциации с данными ароматами. Большое спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал. Вам классного, прекрасного, солнечного, цветочного настроения. С вами был Слава. Всем goodbye.